самая неприбыльная неделя в Vikings War of Clans или когда отдыхают топы? Полетели смотреть. Музычку! В этом видеоролике мы с вами поговорим о самой неприбыльной неделе в Vikings War of Clans, лично по моему мнению. Мы с вами уже знаем, что очень неплохо насыпает по руническим монетам и руническим камням неделя, где у нас проходит битва Королевств Ярость, битва за Большой Асгард, там тоже достаточно неплохо все по наградам. Но есть одна неделя, когда много кто из игроков, лично я знаю, просто-напросто берут небольшой отпуск и почти целую неделю отдыхают. Играют буквально 1-2 ивента. И эта неделя, где у нас проходит битва королевств. Неделя после битвы за трон. Именно в эту неделю большинство игроков берут мини-отпуски и играют буквально по пару часов за всю неделю. Основные лишь ивенты. Давайте же разбираться, почему она самая неприбыльная. Битва клана у нас, как вы помните, дает 500к рунических монет. Ну а сама битва королевств, кстати, здесь изменились у нас подбор соперников, уже не по могуществу, уже непонятно как, но нам СОП попался 133 ГОС, который в разы меньше, чем наш. Нас 1,5, 133, 365, он в 5 раз меньше. Ну, я не знаю, по каким критериям сейчас выбираются соперники по битве кланов, по битве королевств и так далее. Нам эта тема неизвестна, но и это совершенно другая история. Сама же битва королевств, здесь побеждает тот ГОС, у кого больше цитаделей. Кто сможет больше цитаделей отдефать. Здесь по личным ивентам закрывается достаточно все легко и просто, но здесь не все так сочно. По руническим монетам всего-навсего 200к, по-моему 300к всего можно. Да, 300к рунических монет и 500 рунических камней. Итого битва королевств и битва кланов принесет вам 1000 рунических камней и всего-навсего 800 рунических монет. Закрывая целую неделю личные ивенты, вы сможете заработать, грубо говоря, где-то еще по 2 миллиона рунических монет. Итого это получается у нас 2800 рунических монет. Дальше, если вы закрываете Хормганг, здесь вы получите еще там, по-моему, 200 рунических монет, если я не ошибаюсь. Да, 200 рунических монет и сколько там еще? И 1000 камней, да? По камням, конечно, приятно, 2к камней, играя лишь основные ивенты. Но по руническим монетам очень слабенько. Всего-навсего вы получите, закрывая все личные ивенты, закрывая битву кланов, битву королевств, это если вы все это побеждаете, также если вы побеждаете Хормганг, вы заработаете 4 миллиона рунических монет. Честно говоря, это совсем мало, поскольку у нас есть замечательный пак. Где он, если он есть? А есть по-любому, вот. Здесь за $3 можно приобрести те же самые 4 миллиона рунических монет. Там один из 5. За 3 бакса 4 миллиона и можно все эти ивенты не играть. Да, конечно, вы скажете, нужно играть, нужно закрывать, зарабатывать рунические камни. Здесь я с вами полностью согласен. Но опять же, по руническим это очень слабенько. И большинство игроков, большинство топов именно в эту неделю отдыхают, набираются сил. Они играют лишь мини-Асгард, который проходит у нас каждую среду. И на самом минике, если закрыть Т8, закрыть небесную схватку, вы сможете заработать в Лиге Асгарда в большом клане 500 рунических камней за клановый ивент. И заработать дополнительно, по-моему, сколько? 3,7 и 2,100. 5,7 рунических монет. 5 миллионов 700 тысяч рунических монет вы сможете заработать только за один мини-Асгард. За 3 часа игры. Зачем играть всю неделю, закрывать все абсолютно ивенты, играть битву королевств, закрывать ее, играть битву кланов, закрывать ее. Если соперники, конечно же, легенькие, то, конечно, стоит играть. Но если соперники жесткие, нужно упарываться, и за это все вы получите всего лишь навсего 4 миллиона рунических монет, то, закрыв весь мини-Асгард, вы получите в 1,5 раза больше. Да, здесь, конечно, первый план стоят рунические камни, но, как вы видите, я сменил клан и 500 рунических камней недополучу. Надеюсь, в Хормганге будет победа, и здесь я заберу свои рунические камни. Но это будет уже потом. Поэтому лично я считаю, неделя, когда у нас проходит битва королевств, не очень, скажем, веселый, интересный ивент. Большинство топов, большинство игроков просто-напросто отдыхают. Играют лишь по возможности. Мини-Асгард и Хормганг. Битва кланов, битва королевств, не сильно актуальные ивенты. Поэтому большинство игроков после йоты, после 48 часов онлайна отдыхают, набираются сил, заходят лишь в среду, отыграв 3 часа, закрыв все ивенты, заработали почти 6 миллионов рунических монет, забрали рунические камни. Ну а дальше уже воскресенье, спокойненько, выходной, садятся играть Хормганг для того, чтобы заработать невероятные бонусы на весь клан. Поэтому лично я считаю, это самая неприбыльная неделя Vikings War of Clans. Ты всю неделю потеешь, играешь, а на выходе получаешь не очень много, не очень сладко выглядят все награды.
Да, по руническим камням возможно еще более-менее, но по руническим монетам вообще не выгодно. Лично я, вместо того, чтобы тратить целую неделю на игру, зашел бы вот в банк и тут приобрел бы. Опять же, можно приобрести за 3 бакса рунические монеты. И еще там за 5 баксов приобрести 500 камней. И тем самым можно всю эту неделю спокойно отдыхать, заниматься семьей, работой или чем-то другим, своим хобби, например. Ну а дальше уже у нас будет более интересная неделя, где на следующей неделе у нас битва королевств ярости, 2 мини-Асгарда, потом опять у нас будет большой и маленький Асгард, Хольмганг и финалочка Йотунхейм 76 по счету. Поэтому лично я считаю, что эта неделя самая неприбыльная, и после ее можно отдыхать. Строить планы на потом, а лишь по мелочам поигрывать. Если соперник позволяет, закрываем личечку в БК, выигрываем в королевств также. И мини-Асгард играем обязательно каждую среду. Обязательно. Ведь именно мини-Асгард дает в 1,5 раза больше наград, чем все оставшиеся ивенты именно в эту неделю, в неделю битвы королевств. Поэтому, всем, кому интересно, вы знаете, что делать и куда нажимать. Всем счастья, здоровья, всем пока.